Это один из главных краников, который помогает вот эти вот контейнеры. Контейнер он не грузит, что выдумывает. Он грузит снабжение. Это уточнение от капитана. Держи нормально, что ты не мотаешь? Пожалуйста, уточните, откуда. Вот, с базы подходит и дает нам покушать, топливо дает. Ага. Эти дрова, масло и так далее. Вот, видишь, подсоединяется. Шагаем дальше. Воды, если что-то случится, рассказывай сам. Я как будто знаю. Вот. Это вот лоб. Он когда он раскрывается, он гигантский становится. Вот. Еще одно А маленькое. если не успели его спустить, то когда он опускается на определенную глубину, срабатывает гидростатик релиз, там в середине ножнички перелезают, он всплывает, открывается автоматически, и вот такой становится. Очень интересно. И все вот так вот. Сидеть там может куча людей. Максимальное количество людей сколько? 12. 12 людей. Можно посмотреть по-разному. 16, сори. Вот в такой вот маленькой палатке умещается 16 человек. Сейчас муж твой пойдет проходить от него курсы снова. Рефрешмент. Как залазить туда, как его переворачивать. Не, в очередной раз я убеждаюсь, насколько все компактно. И вот тут еще один. Ага. И с обратной стороны так. Насколько я помню, вот таких вот шлюпок на все количество экипажа. Так. Сколько людей, столько спасательных шлюпок. Так попадают бананы к нам. Вот. Вы слышали? Слышите этот звук? Это все работают холодильники, а в холодильниках, скорее всего, бананчики везут. Так, что у нас здесь? Уже контейнера стоят. Ага. И рефера есть тоже, только они сейчас не включены. Ага. Сейчас Вот я давай покажу, как поближе выглядит как... вот эти свислоки. Вот я говорил, как Ага. держатся контейнера. Вот. Сейчас мы посмотрим поближе. Вот в эти отверстия вставляется каждый контейнер. Свислоки. Да. Чтобы они стабильно Потом стояли. покажу тебе уже просто так. Так. Вот крепится так. И вон сколько стоит на палубе. И столько же стоит внизу и еще на один контейнер выше. Это я скажу сейчас вам, ребята, это максимальное количество в высоту 6 контейнеров может вверх и 6 контейнеров вниз. Нет, здесь вот ложится раз, два, четыре. Четыре вверх, 4 5 вверх. вниз. Ага. Уточнение. Так, и вот это холодильник этот, да? Тоже холодильники. Так, давайте подойдем поближе, познакомимся с холодильником. Вот температура. Так, Да, вот, да. посмотрите. Ага. 4, 3, 4 температуры. Ребята дважды в день снимают температуру. Если надо, мы их ремонтируем. То есть, Здесь их мало возят. Здесь не более 100 штук, мне кажется. А так по тысячами мы возим. вот. Вот таких контейнеров вода. Ага. 4 градуса. Да. На входе и на выходе 4,1. Да. О чем это говорит? Что в середине цитрус. Любимый мой цитрус. Да, вот они все стоят. Их очень много у нас там всегда. Вот. Теперь я понимаю, откуда везутся в наши магазины разные фруктики, которые я обожаю. Чтобы тебя было видно тоже. Так, на меня. 2 раза. Так, сюда. 3 раза. Раз, два, три. О, вот. Давай интервью. Да. Даю у себя интервью.
Вот. Да, а сейчас покажем нашего гида. Так, почему не показывает? 3 раза. Раз, два, три. Вот. Это наш гид сегодня. Личный гид, личный капитан. Да. Пойдем дальше. Идемте дальше. Вот такая ржавая палуба. Ну, это... Такая хорошая уже палуба. И все палубы, что проходила, были раньше такие. Да, А это топливо идет. да. Это вот мы показываем, какую работу, помимо того, что капитан управляет судном, он еще ремонтирует, вот делает вот такую вот работу. Сначала просят ребят, если есть ржавчина, отбить ее, а С потом помощью давления в 300 килограмм бьем водой. водой. Представляете, ржавчину и Но- водой. Ржавчиной водой. Если ножка попадет под струю, ножки не будет, ее отрежет, как мамас. Вот. И после того, как это все отбили, получается вот... Вот такая палуба. Да, сейчас я покажу трубу, какая получается, и какая палуба. Вот. Все, что мы хотим. Это после, а это вот до. Пожалуйста, вон да. там. Вот. Видите? Идем вниз. А это после того, как отбили и подкрасили. Все сделали красиво. Да. Так, идем дальше. Так, аккуратно. Вот Да. это называется как раз вот для крепления контейнеров. Еще раз. Машин-бары. Вот. Видите, это такие-то вот тросы. Не тросы, это металлические машин-бары. Там ставят, сюда вставят, потом закручивают. Да. Ну я просто, чтобы наши слушатели поняли. Да. Так, сейчас, секундочку. Так. Надеюсь, солнышко не дает блики и видно, куда мы А идем. вот видишь, какие кабеля? 400 с гаком вольт подключены рефера, вот эти, вот они. Вот эти вот, да? Да, Это вот, вот. к этим холодильникам, то, что мы Да, только мы что даем им видели. электричество. Мгм. Вот такой вот длинный-длинный пароход. Сколько он в длину? 295. Вот. Длина парохода 295 метров. Такие вот лабиринты. Никаких лабиринтов нет, все очень четко. Это говорит капитан, который каждый день может спокойно обойти. А человек, который приехал только вчера, Первый раз увидел пароход. Да. Первый раз в жизни. И у меня эксклюзивное право, кстати. Чего? У меня эксклюзив. Такого ни у кого нет. Да. Не будет. Солнышко. Мгм. Малышка моя. Имеет эксклюзивку. А это что такое? Это вентиляция, называется грибок. Если так руку поставишь, М, passageway, под нами коридор. мгм. Вот так вот. Когда-нибудь там погуляем, когда пойдем в машинное отделение, вот там-то у тебя глазки будут большие, когда сердечко увидишь работающее. Вот. Да? Да у меня всего большие глазки. Чего? У меня от всего большие глазки. Только солнышко слепит и не видно, что у меня большие глаза. А вот это у нас... Тут как раз крепить. А Да. вот он не, с помощью чего крепятся контейнера. Вот видите, такая штучка. Выдерживает 18 тонн на угол. Вот так. Называется Это тряслок. один угол только. Тряслок называется. Идем дальше. Вот такая пароход очень сложная конструкция на Да самом деле. вообще. Ой, ребята, вы не представляете. А вот это когда трос очень тяжелый, Мгм. включают и его затягивают сюда, чтобы положить.
Вот, сюда. Ну вот с помощью вот этой она крутится, Мгм. с помощью рычажка дает давление высокое Да. воздуха, она крутится и Мгм. тык-тык-тык-тык, вот стук. Затягивает трос и ложит. Потому что Да. трос тяжелый. Ну да, это все Мы не руками делается не вручную. тянем. Это уже не древние времена. Мы не тянем руками. Все вытягивают с помощью Механизмов. винчев. Вот. Вот такой вот круг. Спасательный круг. Спасательный круг. А сколько на судне должно быть этих кругов? Спасательный? Да. В зависимости от того, сколько людей, у нас, я там не помню, кажется, 20. Мгм. То есть, грубо говоря, на каждого человека. Нет, Нет? у тебя есть спасательный жилет, кстати. Нет, но по технике вот По для... технике у тебя должен быть только спасательный жилет и Мгм. против холодной воды. Мгм. Спасибо, что подсказал, мне надо в каюту его принести. Вот, какое место большое. Мгм. Давай рассказывай. Человек рассказывает, который не знает. Твоими словами, что видишь? Я вижу вмещение. Могу предположить, что это уже считается под палубой. Нет, Нет? это все палуба. Это все палуба считается, да? Пойдем наверх. Сейчас пойдем, изобразим. Почему-то все любят так думать, что это Титаник. Изобразим. Изобразить. Вот, потом спустимся, а можно сейчас вот сходить. Там есть еще трудовые пошли. Хорошо, Смотри, идем. где Идем. помещения разные. Да, разные помещения. Мы подходим к носику парохода. Осторожнее здесь. Да, да. Ребята, тут на каждом шагу надо быть внимательным. Так, я сейчас отключу. Так. Кладовое помещение. Да. Где? Смотрите, знакомьтесь, как выглядят. Да. Наверху тоже они есть. Вот как вот лежат запасные тросы, с помощью чего швартовые. Потрогайте их. Да. Сейчас я потрогаю. Вот скажу так, что обывателю кажется, что такой тросик легенький. Его можно одному человеку поднять. На самом деле глубокое заблуждение. А вон самая главная вещь на пароходе. Колокол? Ренда. Нету колокола на пароходе. На пароходе есть ренда. Почему так называется? Это морское название. И в каких случаях он используется? Это песок. Если при пожаре, да? Да, Угу. Пожарный шланг тоже есть. Также на следующей неделе у нас будут после выхода Угу. Fire Drill. Если захотите, поедете вниз и будете снимать, как ребята Обязательно, бегают. как ребята тренируются, чтобы не забыть. Вот как- такие маленькие скобы тоже. Небольшие, они маленькие. Сколько скоба Держит один вес. Вес нормальный, но для разгиба этой скобы нужно 25 тонн. Так. А вот символ всех пароходов. А почему он в кладовом помещении находится? Потому что он должен быть спереди находиться. В случае обесточивания он будет наверху, и с помощью него будут давать сигналы, да, чтобы никто нас не врезался. Мгм. Угу. Ну, такое редко бывает. Ну да, сейчас все электрическое, все на электронике. Тут беспорядочный боцман. Ну, у него рабочий хаус. Да. Творческий И ребята, хаус. которые варят и так далее. Мгм. Песочки разные такое. Да. Вот это вот называется радгуар. Для чего? Чтобы крысы не заползали на пароход. Поясните, пожалуйста, Когда мы подаем концы, по концам может забежать крыса, правильно? На Так, цепь. да. Если вот так вот, наконец, ее повесить, крыса может здесь пробежать? Нет, но она может здесь. Но здесь же уже вода. То есть она, крыса Нет, не будет... не сможет, она упадет. Ага, очень. Вот так вот. Называется радбарус. Мгм. Так.
Идем дальше. Тоже какое-то помещение. Если вы, ребята, слышите вот этот такой бум-бум звук, вот, это еще раз у нас руль, так, вот, прислушайтесь. Ой, не потерять каску. Смотрите, какие виды. Да? Виды красивые. Небо, море. Это еще море у нас. Выйдем в океан, я тоже покажу. Но вода красивого цвета. Очень красивая. Вместе с людьми. Вот, ребята. Она не спускается, она падает вместе с людьми. Ага. Вот это Летит вот вниз. Это свободного падения шлюпка. свободного падения, да? Она как бы... Сейчас посмотрим. Вот, шлюпка, то, что я спрашивала. Вот она, шлюпочка. Влезает в середину, и она летит вниз. Ага. А, Половина обкакивается, кто-то описывается. ну, знаешь, это физиологические процессы. Кто как переносит страх. Знаешь, тут нельзя корить человека. Человек спасается. Я вам покажу. Хочешь? Хочу. Так, сейчас я... Оп. Сколько гуляю, здесь их очень-очень много. И очень хорошо. Для безопасности. Инструмент для работы на каюте. Ну, не каюте, а на палубе. Так выглядит спасательный плот, который помещается, сейчас я вам скажу, сколько. 16 человек. Один вот такой вот плотик, который, попадая на воду, раскрывается и
नहीं बस हो गया या बोट टुगेदर बोट टुगेदर या सामने जाओ सामने अरे सामने वेट कैप्टन नाउ हैप्पी You older. No. You are older than me. Only one person older than me. Следующий. А? मोर फेस बैक पूरा जम गया रे फ्रेश पी लो Thank you guys. Thank you. Excellent. Thank you. Finish. Он меня неправильно понял. Я ему сказал, very good. कुछ नहीं कुछ नहीं Да. Так, к тревожкам готов. Во все Пассажир, оружие. пассажир готовится к тревогам. Просто очень хорошо. Вот. Вот. Оделась. Вот Сейчас такой пойдет со вот. всеми. Будет тревожиться. Да. Молодец. Стоит в рубке, ожидает. Сейчас придет второй офицер. И по тревоге пойдет вниз. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Вы все Прекрасно. готовы? Хорошо. На, какой? Акияша. Выйди снаружи. Так лучше будет видно. Сейчас. И снаружи снимем. Вот. Вот. Знакомьтесь, какой океан. Атлантика. Волнишки. Покачивает, ну, так, немножко. Это еще не страшно. Ну что, ребята, подходит к концу мое путешествие. К концу и грустно, и весело. Весело, наверное, потому что я возвращаюсь с моим любимым мужем домой, к Машеньке, нашему пушистику. Грустно, потому что, как и все любое путешествие, подходит к концу. Путешествие, в котором было много интересного, что-то новое, даже не что-то, а очень много
было много. Как само путешествие, так и то, что я пересекла Атлантический океан с Европы в Америку, с Америки в Европу. Это у меня впервые. Увидела Америку разную, две разные Америки. Первую Америку, Нью-Йорк, это бизнес, где люди спешат, торопятся, потому что все-таки бизнес это, как мы все знаем, деньги, время это деньги. И вторую Америку, Саванна, Джорджия, где люди отдыхают, размеренную, спокойную. Ну, каждая из этих Америк дружелюбная, открытая, которая готова помочь гостю, который приехал впервые, подсказать, где что находится, еще что-то подсказать, какие места увидеть, что лучше посмотреть. Да? Также впервые в этой поездке я увидела жизнь моряка. Моряка с его трудной, тяжелой работой, где 24/7 нужно быть готовым к работе, к каким-то неприятностям. Этот моряк знает, что делать. Я, например, увидела, как этот моряк готов к такой неприятности, как пожар на судне. Благо, пожара на судне в моей поездке не было, но я видела, как ребята тренируются, готовятся к такой напасти. Каждый из этих ребят имеет и знает свое место, свое действие во время этой неприятности. Я также увидела, как ребята отдыхают, празднуют разные праздники, отмечают дни рождения. И я стала, наверное, частью этого экипажа, поэтому мне и грустно. Ну, я надеюсь, что эта поездка у меня будет началом, что я еще вернусь, увижу что-то. С вами, ребята, я не прощаюсь. Я только говорю до новых встреч.